Вы когда-нибудь видели логово змей в миниатюре? Прямо сейчас на вашем экране бесчисленная армия живых нематод. Они извиваются, размножаются и даже не подозревают, что через минуту я залью их концентрированным оружием из обычного продуктового магазина. Справится ли природный антибиотик с этими живучими тварями, или они устроят в нем пляжную вечеринку? Сейчас проверим. Всем привет, друзья! Вы на канале Под микроскопом. Меня зовут Виктор, и сегодня у нас по-настоящему эпичный эксперимент, который вы так долго просили меня сделать в комментариях. Да, я все читаю. Сегодня мы проверяем силу свежего корня куркумы против нематод. Знаете, в интернете тонна статей о том, как куркума полезная, как она убивает всех паразитов, очищает организм. Но мы-то с вами верим только собственным глазам и линзам моего микроскопа, верно? Давайте поближе познакомимся с нашей сегодняшней массовкой. Вы только посмотрите на это количество. Их тут просто бесчисленное множество. Размеры на любой вкус, от совсем крошечных малышей до настоящих гигантов. И обратите внимание, очень много самок с яйцами внутри. Плотность такая, что они путаются, завязываются в узлы. Но чистое логово змей, прям красота, глаз не оторвать. Я их, кстати, специально для наших видео разводил, холил и лелеял. Так что подпишитесь на канал прямо сейчас, чтобы мои труды и эти червяки не пропали зря. Опа, а это кто-то у нас прятался. Вы только посмотрите. В кадр попала личинка мошки. Ребята, она просто огромная по сравнению с нематодами. Это какой-то левиафан микромира. А вот, кстати, смотрите, и сама взрослая мошка. И вот тут парадокс микромира. По логике, взрослое насекомое должно быть больше своей личинки, правда? А тут все наоборот. Гусеница как танк, а мошка как велосипед. Ладно, пускай тоже поучаствует в нашем эксперименте. Проверим заодно и ее настойкость. Итак, за дело. Берем наш свежайший корень куркумы и добываем из него немного сока. Слушайте, запах пошел по комнате просто потрясающий. Такой пряный, приятный. Но будет ли он приятен нашим маленьким змейкам? Сейчас узнаем. Набираем каплю этого золотого нектара и капаю прямо в самую гущу событий. Ух! Сразу все окрасилось в сочный желтый цвет. Часть нематод просто смыло цунами по сторонам. Но они, ребята, шустрые. Смотрите, с одной стороны сок не достал, и они там сгруппировались в чистой воде. Нет, так не пойдет. У нас тут честное испытание, а не курорт. Капаем еще одну каплю куркумы с другой стороны, прямо в то место, куда сок еще не дошел. Заодно и нашу гигантскую личинку мошки хорошенько зальем, пускай пропитается полезными витаминами. Посмотрите на их реакцию в первые секунды. И? Что мы видим? А ничего. И нематоды, и эта огромная личинка вообще никак не отреагировали. Плывут себе дальше, как ни в чем не бывало. Но не будем торопиться с выводами. Это же только самое начало. Куркуме нужно время, чтобы показать свой характер. Смотрите, вот в этом уголке остался чистый островок воды. И туда экстренно эвакуировалось огромное количество червей. Умные какие, спасаются. Но уж нет. Давайте зальем вообще все предметное стекло с соком куркумы, чтобы им физически некуда было переплыть. Полная изоляция в золотом бассейне. Так, друзья, прошло ровно 10 минут. И вот теперь картинка начинает меняться. Нематоды уже не такие реактивные, они начинают заметно замедляться. Сок куркумы явно начинает на них действовать. А вот по нашей суперличинке мошки пока вообще ничего не понятно. Как она двигалась лениво и медленно, так и двигается. Ей этот сок кажется вообще до лампочки. О, смотрите на этих. Есть отдельные нематоды, которым куркума прям очень сильно не понравилась. Кто-то начинает судорожно дергаться, совершая странные хаотичные движения, а кто-то вообще замер и прекратил шевелиться. То есть реакция на свежий сок стопроцентная, отрицать это нельзя. Ждем еще. Проходит еще 5 минут, в сумме уже 15.
И смотрите-ка, наша личинка мошкары тоже начала сдавать позиции. Движения стали совсем заторможенными. Она просто спокойно лежит и еле-еле колышется. Полчаса. Через 30 минут нематоды затормозили конкретно. Скорость упала раза в 3. Наша гигантская личинка тоже едва шевелит хвостиком. Но что интересно, обратите внимание вот на эту группу нематод. Видите? Они, в отличие от остальных, двигаются гораздо быстрее. Как думаете, почему? Возможно, это вообще другой вид нематод, более устойчивый к химии. А возможно, это просто самые сильные спартанцы среди червей. Я могу, конечно, ошибаться, но даже по ним видно, что кайфа от этого желтого коктейля они не испытывают. И им тоже плохеет, просто медленнее. Еще 10 минут позади. Все, финито ля комедия. Нематоды практически полностью остановились. Да, есть еще пара-тройка активистов, которые пытаются показать, что они еще бодрячком и готовы бороться за жизнь. Но получается у них это, честно сказать, вяло. И вот тут наступает самый интересный момент. Прошло около 40 минут с начала эксперимента, и вода на предметном стекле полностью высохла. Сок испарился, черви замерли намертво, вообще не шевелятся. Ну что, эксперимент окончен, они погибли? А давайте проверим. Давайте проведем реанимацию и добавим им каплю чистой свежей воды. Посмотрим, смогут ли они прийти в себя после такого желтого плена, или это уже окончательный финал. И вы только посмотрите на это. Вы это видите. Они реально пришли в себя. Практически все нематоды снова начали двигаться. Да, не так быстро и шустро, как в начале, но они живые. Куркума их не убила, она их просто усыпила. Но не спешите разочаровываться в куркуме, друзья. Сейчас произойдет то, чего я сам вообще не ожидал. Представляете, после добавления чистой воды они прожили всего 20 минут. И абсолютно все нематоды погибли. Но как они погибли? Посмотрите на экран. Это же чистая научная фантастика. Их кутикула, то есть внешняя кожа, раздулась у всех нематод без исключения. Они стали похожи на какие-то прозрачные сосиски или надувные шары. Давайте разберем по шагам, что за магия тут произошла, потому что это очень круто. Шаг первый. Высыхание. Когда концентрированный сок куркумы начал высыхать, он сработал как мощный насос и вытянул из червей всю влагу. Червяки сжались, сморщились, впали в ступор, а их внешняя кожа кутикулы из-за деформации просто отслоилась от тела. Шаг второй. Резкий приток воды. Когда я капнул чистую воду, сухие черви сработали как обычная губка. Вода с бешеной скоростью хлынула внутрь их тела. Шаг третий. Почему надулся пузырь? Вода мгновенно затекла под эту самую отслоившуюся внешнюю кожу червя, но не смогла пройти вглубь ткани. В итоге кожа растянулась и надулась вокруг тела червя вот таким прозрачным чехлом или пузырем. На видео это видно просто идеально. И шаг четвертый. Почему они подергались и умерли? Первые 15 минут после реанимации черви дергались вообще не от радости, что они выжили. Это был шок и предсмертные судороги. Их в буквальном смысле разрывало внутри от избыточного давления воды. Клетки просто не выдержали такого напора, и черви окончательно погибли. К слову, наша гигантская личинка мошки тоже не выдержала таких качелей из чистого сока и чистой воды, и тоже отправилась в лучший мир. Свежий корень показал себя просто блестяще. Результат стопроцентное уничтожение. Но давайте честно, у кого из вас дома на подоконнике растет свежая куркума? Да мало у кого. Зато у каждого на кухне есть пакетик сухой порошковой куркумы из магазина. Давайте проверим ее. Кстати, народ, пока я готовлю раствор, хочу поделиться классным лайфхаком. Такое маленькое чудо можно легко повторить дома с детьми. Просто возьмите прозрачный бокал с водой и насыпьте туда чайную ложку обычной куркумы. Посмотрите, как завораживающие золотые частицы начинают оседать на дно.
Это же выглядит как космическая пыль или какой-то волшебный золотой вихрь в стакане. Ваши дети точно будут в полном восторге от такой домашней магии. Обязательно покажите им этот фокус сегодня вечером. Красиво. Но, как мы увидим дальше, не всегда эффективно против вредителей. Ладно, вернемся к нашим червям. Я взял каплю воды из верхней части бокала, где куркума уже осела. То есть порошок на дне, а мы берем чистую желтую водичку. Капаем на новую партию нематод. И... барабанная дробь? Ничего. Вообще ничего. В такой воде нематоды даже не подумали умирать. Никакой реакции на сухую магазинную куркуму. Ребята, у меня такое ощущение, что на фабрике из этой куркумы вытащили вообще весь куркумин, оставив просто желтый крашеный порошок для цвета. Для наших нематод эта жижа стала просто отличным теплым бассейном. Они в полном восторге, плавают, радуются жизни. Хорошо, давайте тогда заглянем под микроскопом и посмотрим на ту самую куркуму, которая села на дно бокала. Смотрите, именно так выглядят крупинки специй, которые мы каждый день покупаем в магазинах и добавляем в еду. Под большим увеличением это вообще не похоже на обычный скучный порошок. Это же настоящая россыпь золотого песка или необработанного янтаря. Очень красиво. Кстати, именно этот янтарный цвет специи придает то самое уникальное вещество куркумин. Давайте дадим нематодам этот золотой песок, пускай поползают прямо по крупинкам, может хоть так подействует. И снова мимо. В общем, с этим магазинным вариантом куркумы наши нематоды спокойно жили себе дальше. Ползали между крупинками песка и не получили вообще никакого вреда. Они в этой куркуме пробыли целых 1,5 часа, и у них все в полном порядке, хоть бы один зачихал. Вот теперь давайте включим логику и поразмышляем. Почему получился такой контраст? Почему свежий корень куркумы разнес червей в пух и прах, а сухой порошок из магазина с треском опозорился? Все очень просто, друзья, и тут нет никакой магии. В свежем корне, помимо самого куркумина, содержится огромное количество эфирных масел, натуральных кислот и живого сока. Это концентрированный агрессивный коктейль. Когда сок высыхает, он создает мощнейший осмотический эффект, то самое вытягивание влаги. А что такое магазинный порошок? Во-первых, при промышленной сушке и измельчении корень нагревается, из-за чего испаряются практически все летучие эфирные масла. Во-вторых, во многих дешевых специях содержание чистого куркумина минимально. Там может быть куча примесей или фракций, которые уже прошли обработку. Плюс порошок в воде не растворяется полностью. Он просто падает на дно, как песок, и не выделяет в воду ту убойную силу, которая есть в живом соке. Вот червячки и выжили. Ну и напоследок, нехорошо уже оставлять нематод в этой магазинной куркуме. Они там расслабились, обнаглели, еще расползутся мне тут по всему рабочему столу. Надо навести порядок. Спирт спешит на помощь. Капаем спиртика и бам! Буквально за пару секунд спирт наглухо справился со всей бандой нематод. Настоящее абсолютное оружие микромира. Заодно, можно сказать, помог куркумине опозориться до конца. Зачистил территорию. Вот такой вот у нас сегодня получился эксперимент, друзья. Живой корень куркумы мощь. Магазинный порошок просто красивая приправа. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк. Напишите в комментариях, какой продукт, траву или может лекарство мне проверить против микробов и червей в следующих выпусках. Ваша активность – это лучшее топливо для моего микроскопа. Не забудьте подписаться на канал под микроскопом, чтобы не пропустить новые выпуски. У нас вот впереди еще очень много неизведанного и интересного. С вами был Виктор. Всем пока и до встречи в микромире.